Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим гармонизирующую тональную основу с эффектом сияния Giordani Gold от Oriflame, который называется «Чистая эйфория». Мы посмотрим с вами сводчи на руке, и, конечно же, я нанесу ее на лицо. Если вам это интересно, поехали! Легкая основа Giordani Gold «Чистая эйфория» обещает нам равномерное сияние, которое мы сможем не только видеть, но и чувствовать. Как можно чувствовать сияние, я пока себе слабо представляю. Надеюсь, к концу этого видео мы с вами в этом разберемся. В линейке 6 оттенков именно в российском каталоге, но если заглянуть на иностранные сайты, то там можно найти еще 2 темных оттенка. Это янтарь и карамель. Но так как у нас 6 оттенков, то именно их мы сегодня будем рассматривать. В формуле этой линейки, этой тональной основы, Oriflame нам обещает 3 передовых технологии. Первая технология будет отвечать за ровный и сияющий тон. Это смесь светоотражающих пептидов и гармонизирующих цветовыравнивающих пигментов. Они будут скрывать покраснения и темные пятна и давать коже нежное сияние. Вторая технология обеспечит нам глубокое увлажнение. Это комбинация ингредиентов, которые увлажнят кожу под поверхностью, чтобы мы с вами сияли изнутри. И также обещают, что у этой тональной основы особая молекулярная структура. Это уникальная технология, которая при нанесении обещает нам создать ощущение эйфории. Молекулярная формула бархатистой тональной основы специально выстроена по образу и подобию молекул эпидермиса. И нам обещают, что при нанесении кожа будет узнавать тональную основу как свою часть. Это мы сейчас с вами и проверим. Но сначала давайте посмотрим сводчи на руке. Приходит тональная основа стандартная для бренда Giordani черной картонной упаковки, и вся информация на упаковке нанесена золотыми буквами, тисненный логотип очень красивый и название основы. Упаковка информативная, вы сможете найти на ней состав, также мы видим, что объем 30 мл и страна-производитель это Польша. Внизу упаковки вы можете увидеть код, английское название и срок годности до апреля 2024 года. Но это срок годности, если вы не пользуетесь основой. Как только вы открываете, вот здесь у нас вверх ногами, вы можете найти баночку с крышечкой 12 месяцев. С момента начала пользования уже срок годности уменьшается, он составляет ровно год. Давайте откроем картонную упаковку и достанем уже непосредственно саму тональную основу. Очень красивый дизайн в стиле Giordani, золотистый колпачок. И на самой основе мы также видим логотип, название. С обратной стороны у нас только логотип Oriflame. И внизу баночки мы видим с вами код, английское название, страна производства, также срок годности, баночка с крышечкой. Все уместили на стеклянной баночке. Ну, если вы выбросите упаковку, то здесь вы все уже увидите. Ну, кроме состава. Но состав всегда можно посмотреть на сайте Oriflame. Колпачок очень яркий, глянцевый, блестящий. С обратной стороны колпачка вверху мы видим также тисненный логотип Oriflame. Все это сделано очень красиво. Ну, естественно, на такой зеркальной поверхности могут оставаться отпечатки. И очень-очень тугие вот эти самые колпачки на тональных основах. Вот вы видите, сейчас я снимаю, снимается с усилием, но я думаю, что впоследствии разработаются. Дозатор состоит из 2 элементов. Один такой же золотистый, блестящий, как сам колпачок, а второй черный, пластмассовый. Нажимаете на дозатор и появляется ваша любимая тональная основа. Первый оттенок 42360 фарфоровый. И это оттенок самый светлый, позиционируется в коллекции, но мне кажется, что по тону он очень похож на любимую многими слоновую кость. И вообще, мне кажется, что это единственный оттенок холодный во всей линейке. Ну, может быть, еще ванильный будет отдавать розовинкой, но сейчас мы это с вами посмотрим. Вот таким образом выглядит сводч в сравнении с каталогом. Видно, что в каталоге фото-сводч более серый, имеет действительно какой-то серый подтон, а в реальности это очень светлый, действительно фарфоровый оттенок. Вот вы видите, что даже в баночке эта тональная основа выглядит более серой, у нее есть корректирующий подтон, но в реальности это нормальная светлая фарфоровая основа. На мой взгляд, холодная. Давайте вот растушуем, посмотрим текстуру этого средства и заодно
выясним, как она тушуется. Мне кажется, что основа полупрозрачная, очень легкая. И посмотрите, перекрывает она, на мой взгляд, не очень хорошо. Но посмотрим мы еще сейчас на лице. Ложится очень нежно, но наслаивать ее надо будет. Вот посмотрите, я растушевала, и ее практически нет, как будто бы нет тональной основы. Давайте я возьму еще побольше средства, попытаюсь наслоить. Для сияния эта тональная основа предназначена, чтобы придать сияние и сделать такой макияж холеный, чтобы вот кожа на лице была холеной. Уже не терпится мне попробовать, но как корректирующая основа она вряд ли будет работать. Интересное средство. Вот так выглядит фарфоровый в растушевке. Давайте посмотрим следующий оттенок. Следующий оттенок 42361. Это слоновая кость. И, конечно, на мой взгляд, это не та слоновая кость, к которой мы привыкли. Вот этот тон предыдущий, если бы он был чуть-чуть потемнее, он был бы ближе к слоновой кости, чем вот та, которую нам предлагает Oriflame. Это совсем другое средство. Посмотрите, какая-то тональная основа рыжая. Давайте посмотрим ее в сводче. Вот таким образом выглядит сводч в сравнении с каталогом. Выводы делаете сами. Мне кажется, что в каталоге это прямо откровенно рыжий фотосводч. Хотя в реальности он тоже рыжий. Вот в каталоге все выглядит темнее, чем на самом деле. Да, это не та слоновая кость, к которой вот лично я привыкла. Это какая-то персиковая тональная основа. Давайте ее растушуем. Вот так выглядит в сравнении с баночкой. И вы видите, что тональное средство гораздо более яркое, чем выглядит в баночке. В тушевке текстура такая же легкая. Очень приятно пахнет средство. Я не могу сравнить ни с каким ароматом другой тональной основы. Здесь, мне кажется, какая-то абсолютно новая отдушка. И вы меня просите сказать, как пахнет эта линейка, но сложно описать. Очень тонкий, на мой взгляд, дорогой парфюмерный аромат. Очень приятный. Пользоваться будет, конечно, одно удовольствие. Но вообще линейка так и позиционируется, как линейка для эйфории. Вот смотрите, видите, я растушевываю, даже прям все хочется растушевать, потому что очень прозрачное получается покрытие. Как будто это флюид даже, а не тональная основа. Тонкая-притонкая. Знаете, по покрытию мне напоминает именно флюид. Вот я сказала вам, и у меня всплыла эта моя любимая линейка в голове. Тональная основа флюид, но та становится бархатистой после нанесения, а эта, она именно как будто ухаживает за кожей и придает сияние. А вот по степени плотности, по тому, как она ощущается кожей, очень-очень похожа на линейку флюид с пипеткой. Следующий тон 42362, ванильный. И вот этот тон тоже может претендовать на холодный оттенок, и, на мой взгляд, он самый розовый в этой линейке. Если вы хотите именно розовый подтон в вашем макияже, чтобы ваша кожа светилась юностью, молодостью, и сейчас вот мне интересно посмотреть, насколько будет светлый этот оттенок, то стоит выбрать его. В каталоге этот оттенок тоже выглядит самым розовым, но вы видите, что в жизни он порыжее, посветлее, в нем больше персикового подтона. Кстати, вот мне интересно будет сравнить с предыдущим оттенком. Смотрите, это мы смотрели слоновую кость, вот она выглядит более бежевой. То есть это два персика, но вот этот персик более рыжий, а вот этот более розовый. Давайте растушуем. Так, ну что, как она поведет себя в тушевке? Будет ли этот тон все равно светлым или уже будет адаптироваться к моей коже? Нет, мне кажется, что для меня все равно светловат. Вот из первых трех оттенков я пока для себя никакой не выбрала. Буду искать в следующих, какой же мне все-таки тестировать. Ну, на мой взгляд, вот ярко выраженная розовая тональная основа. Вот прямо для такого очень нежного, юного макияжа. Для молодой кожи замечательно подойдет. Хотя, может быть, для антивозрастного макияжа
макияжа, тоже, чтобы сделать кожу более юной, тоже замечательно подойдет тональная основа. Но все-таки я думаю, что это для девочек со светлым тоном кожи, ну, ближе уже к среднему. 42-363, бежевый оттенок. Обычно во второй части линейки уже начинаются теплые оттенки, и вот этот прямое подтверждение тому. И вот первые два это будут для более светлой кожи с теплым оттенком, и последний будет уже для более темной. Но сейчас мы все посмотрим. Вот давайте сравним с предыдущим оттенком. Вот посмотрите, насколько он более розовый, а этот уже вот чистый теплый тон. Вот знаете, я сейчас вспомнила, раньше в линейках, ну, может быть и сейчас, я точно не помню, были естественный розовый и естественный бежевый. Вот прошлый оттенок это был бы естественный розовый, самый идеальный для него название. А вот этот оттенок это вот чистой воды естественный бежевый, светлый бежевый подтон. В сравнении с каталогом он выглядит наиболее близким, но все равно вот все оттенки на руке более яркие. Посмотрите, насколько они именно яркие. Не могу назвать, что они светлые, но они гораздо ярче, чем оттенки каталога. Вот так выглядит по сравнению с баночкой, и за стеклом оттенок более приглушенный. В жизни это яркий бежево-песочный тоже оттенок. Тушуется приятно, уже более близкий к моему тону кожи, но мне все равно кажется, что мне надо следующий, потому что этот будет светлым у меня на коже. Может быть, он и адаптируется, но все равно светловат. Для девушки со светлым, теплым оттенком кожи на лице. Вот такой вот бежевый. Следующий оттенок 42-364. Это песочный. Я возлагаю на него самые большие надежды, хотя, может быть, и самый последний тон будет мой. Давайте посмотрим сводч. Вот таким образом выглядит в сравнении с каталогом. И это действительно песочный, или как даже в английском названии, золотой песочный оттенок. И он темнее, чем предыдущий. Вот внизу песочный, а вверху бежевый. То есть это уже для девочек, у которых теплый тон кожи, но более темный. Как, например, у меня. Давайте вот сейчас растушуем и посмотрим, как он растушуется, как он адаптируется. Но все равно посмотрите, насколько яркий пигмент. Слушайте, вот нету вот этого привычного серо-корректирующего пигмента в тональной основе. Вообще во всей линейке везде такие очень-очень яркие. Посмотрите, ярко рыжий даже какой-то тон. Слушайте, я не знаю, его наносить на лицо или посмотреть следующий. Может быть, следующим я найду. Я привыкла к своей сероватой слоновой кости. Во всех линейках я ее нахожу, а здесь я что-то теряюсь. Либо они розово-персиковые тональная основа, либо вот такие вот ярко-рыжие. Ну, посмотрите. Что, вот этот будем наносить? Или давайте еще последний протестируем, может быть, все-таки его. И последний оттенок линейки 42-365. Это миндаль. Давайте сразу сравним с предыдущим песочным. Мне кажется, что есть сероватый подтон в оттенке миндаль. Очень хочу растушевать его на руке и посмотреть, как он будет выглядеть. Давайте сначала сравним сводч с каталогом. Знаете, в каталоге фотосводч выглядит сильно темным, а в жизни очень даже носибельный оттенок. И загорала я уже пару месяцев назад, и нельзя сказать, что у меня прямо уж такая загорелая кожа, но оттенок на моей коже выглядит неплохо и даже сливается с тоном кожи. Вот таким образом выглядит сводч по сравнению с баночкой, и мне кажется, что это самый неяркий из всех оттенков линейки. Вот все предыдущие оттенки вы видели, насколько они были ярко выражены на коже, а этот вот даже без растушевки сливается с тоном кожи. Неужели мой оттенок самый темный в линейке? Наверное, я его выберу для тестирования. Может быть, он будет мне темноват, конечно. Ну,
заодно и узнаем. Но вот сейчас мне кажется, что этого оттенка самое плотное покрытие. Он не в ноль сливается с кожей, как предыдущий, а действительно что-то перекрывает. Ох, я и не знаю, или этот, или предыдущий оттенок, какой из них взять. В общем, я еще подумаю, узнаете, когда начну сейчас тестировать. Но в любом случае, на данный момент этот оттенок мне нравится больше всех в линейке, ну, по крайней мере, применительно к моему тону кожи. Вот такая линейка. Ну, давайте посмотрим теперь все сводчи в сравнении друг с другом. 42 360 фарфоровый, самый светлый, имеет корректирующий подтон. Жаль, что вот в более темных оттенках нет такого сероватого подтона. 42 361 слоновая кость. И вы видите, насколько жидкая эта тональная основа, она прям даже стекает у меня сейчас по руке. 42 362 это ванильный, слоновая кость более персиковая, а ванильный более розовый. И дальше теплые оттенки по нарастающей от светлого к темному. 42 363 это бежевый, 42 364 это песочный, золотой песочный, и вы видите, что он действительно золотой, и 42 365 это миндаль. Очень интересные оттенки, отличаются сильно друг от друга в сводчах, вы видите, и мне уже не терпится протестировать эту тональную основу на лице. Я так и не смогла определиться, какой из оттенков мне сегодня тестировать, и решила, а почему бы и не использовать два заодно и посмотреть и с вами посоветоваться, какой из них мне больше подойдет. На одну половинку лица я буду наносить песочный, а на вторую половину миндаль. И вот заодно и проверим, какой из них лучше ляжет. Песочный, мне кажется, более рыжим, но более светлым, а миндаль, мне кажется, более темным, но вот с небольшим каким-то сероватым корректирующим подтоном, хотя из-за того, что оттенок темный, этот подтон не очень хорошо заметит. Но вот мне сам оттенок вот прямо очень нравится, последний в линейке, но мне кажется, что он будет темноват. Вот заодно сейчас и посмотрим, как тональная основа будет подстраиваться под оттенок родной моей кожи. Также я хочу отметить, что в этой основе SPF 35, представляете? То есть она будет отлично защищать от фотостарения. Также Oriflame говорит нам, что у этой линейки средняя плотность покрытия, хотя мне тональная основа показалась с очень легким покрытием. Вы же видели, да, когда я растушевывала ее на руке. И это покрытие можно наслаивать. То, что она неплохо наслаивается на руке, мы увидели, а сейчас еще и посмотрим на лице. У меня на лице есть небольшая краснота, и поэтому сейчас будет очень хорошо видно, как тональная основа перекрывает ее. Вот, смотрите. Если вот просто мы проводим, то в принципе видно, что тональная основа достаточно плотная, да, вы видите, но как она поведет себя при растушевке. И все-таки вот оттенок, ну, прямо рыжеватый, на мой взгляд, как вы считаете. Но смотрите, вот я растушевываю, и вот эта яркость уходит, оттенок становится более прозрачным, и сияние, да, действительно появляется. Ну, сейчас мы с вами растушуем, и действительно цветокоррекция происходит. На руке это не было так видно, на руке казалось, что покрытие совершенно прозрачное, и что прямо кожу видно через это покрытие, а на лице очень даже неплохо. Так интересно, когда только наносишь на кожу, она очень яркая, прям вот ярко-яркая, кажется, боже, что это за оттенок. Но при растушевке сразу же адаптируется. Но все равно мне кажется, что светловат этот оттенок, хоть он и стоит предпоследним, но мне кажется, что он для меня светловат. Если этот светловат, а тот будет темноват, какой же мне тогда выбирать? Вот это большой вопросик у меня. Красноту перекрывает. Я даже сейчас вижу, что отлично перекрывает. И сияние появилось. Действительно, тональная основа как-то бликует. Действительно, девочки, которые хотели бы, чтобы макияж был именно как будто подсвечен изнутри, будут довольны этим средством. Так, ждем ощущения счастья. Знаете, что мне нравится? Что она незаметна. Вот у меня сейчас такое ощущение, как будто я и не наносила ничего. Может, так и проявляется вот этот момент, что кожа воспринимает тональную основу как родную.
ну неплохо, неплохо. И я вижу, что тонкое покрытие, но тональная основа выровняла поверхность кожи. То есть вот сейчас я очень хорошо вижу, вот на лбу даже, с этой стороны у меня поры больше, где я еще не наносила тональную основу, а там, где я уже нанесла, у меня кожа гораздо более ровная. То ли это вот эти светоотражающие пептиды визуально выравнивают тон кожи, то ли это тональная основа так хорошо усаживается на лице, что кожа становится более ровной. Знаете, по ощущениям на лице эта тональная основа мне очень сильно напоминает тональную основу Fluid по жидкой тонкой текстуре. Единственное, там финиш был прямо матово-бархатистый, а здесь финиш, знаете, такой сияющий, увлажняющий. Это как вот близнецы одной коллекции. Вот еще бы, если бы эта линейка вышла в подобном дизайне, это вот были бы точно две такие параллельные линейки с похожей текстурой, но с разным финишем. Очень похожая текстура. И меня радует, что тонкое покрытие, но при этом хорошо все перекрыто. Но это, конечно, не супер плотная тональная основа, которая вот создавала бы эффект такой маски. Эта тональная основа все-таки ну, не легкое покрытие, а среднее. Да, я могу согласиться с Oriflame, что покрытие среднее. Давайте нанесем самый темный оттенок на вторую половину лица. Давайте посмотрим, как будет выглядеть эта основа. Вот она мне больше нравится. Мне кажется, что и по тону она мне больше подходит. Но сейчас посмотрим, как она адаптируется. Вау, вот этот оттенок вау. Вот никогда бы не подумала, что мне может подойти самый темный оттенок линейки. Вообще мне в линейке показалось, что все оттенки очень близки друг к другу. Только когда я нанесла на руку вот все вместе, стало явно видно, чем они отличаются. Но даже если смотреть просто в баночках, один за другим оттенки, и вот смотреть на них визуально, смотришь и думаешь, ну вот как про них рассказывать? Они настолько похожи между собой. Вот все-таки мне кажется, что вот это мой тон, этот посветлее. Хотя вот я нанесла, и вообще большой разницы не вижу. Смотрите. Но вот этот оттенок дает более холеную кожу. Если, девочки, вы похожи, я знаю, что мне многие пишут, на меня по цветотипу, если у вас такой, ну, средний тон кожи, оттенок, но уже ближе к темному, то обратите внимание, посмотрите, вот прямо идеальное покрытие. Я еще не наносила никаких хайлайтеров, никаких румян, ничего, но насколько кожа выглядит хорошо. Именно вот этот эффект сияния дает эффект холеной кожи. Кстати, основа подходит, вот здесь у меня было воспаление небольшое, вот посмотрим, как она его перекроет. Ну, красноты не видно, но видно только небольшой вот темный пигмент. Но смотрите, с шеи, конечно, надо растягивать будет эту тональную основу, потому что она темновата. То есть если ее выбирать на использование, то она будет отличаться. Шея будет отличаться, шея более светлая. Поэтому либо брать все-таки посветлее тон, либо темный растягивать на шею. Но класс, мне вот этот тон больше нравится. У этой основы не комедогенная формула, и подходит она для чувствительной кожи. Это то, что заявляет нам производитель. Отлично легла на лицо, мне очень нравится. И я не очень много нанесла. Из-за жидкой текстуры она замечательно распределяется. Кистью вообще здорово распределяется. Вот пальцем мне было сложнее. Вот когда я сводчи наносила, вы видели, что какие-то были полосы. Непонятно было, как текстура ложится именно, как ее растушевывать. Вот кистью растушевывается замечательно. И сияние прекрасно. Я не очень люблю, когда тональная основа сияет. Но вот судя по этой основе, я так понимаю, если основа тяжелая и она сияет, это выглядит грубовато. Если основа вот такая легкая, девочки, у кого сухой тип кожи, и вот если у вас есть тусклость на лице, то вот эта тональная основа будет палочкой-выручалочкой. Действительно, кожа ее хорошо приняла, как свою, как и заявлено в каталоге. И у меня расширенные поры есть на лице. И мне нравится, что
основа не подчеркивает, по крайней мере, мои поры точно. Я не знаю, как у вас, я с удовольствием почитаю в комментариях. Обязательно напишите мне, какой из оттенков мне больше подходит, потому что вот этот хоть и потемнее, но мне кажется, что он дает более холеную кожу. А здесь какой-то более ровный тон кожи, какой-то более безликий, хотя на повседневной основе, наверное, вот этот подойдет лучше. Вот и все, что я хотела рассказать вам о новой тональной основе Giordani Gold «Чистая эйфория». Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Если тестировали тональную основу, обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!